Здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Defender 135, X-Tech и Владимирус. Поздравляю вас, призы я отправил на кладовщика кухни гурмана. Кому не повезло, не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш на ящик А6 забрала. Участие принимают сервера Евро, US и RU3. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором играешь. По поводу итогов розыгрыша я пока что, ребят, не знаю, потому что на этой неделе я уезжаю в командировку по основной работе, и успею ли я сделать видео к 15 числу, точно сказать не могу. Если успею, то итоги будут 15 июля, если нет, то 17. И да, чуть не забыл, за свежими новостями ты всегда можешь следить в моей группе Telegram. Все больше и больше любопытных сталкеров рвутся вглубь зон для того, чтобы узнать что-то новое и найти наиболее рыбное место для фарма. И вот один из моих подписчиков, видимо, добрался до интересующей его локации. Но вот незадача. Магазины там есть, а склада нет. Вроде как опытные сталкеры напели, что, мол, нужно заработать репутацию той самой конторы. А какими заданиями я расскажу подробно в этом видео. Приятного просмотра. Опытные сталкеры, наверное, уже догадались, что речь идет о конторе Плевка, а точнее о фарме ее репутации. Для того, чтобы открыть склад, там требуется минимум 3000 репутаций у конторы Плевка. Сам же Плевок сидит в пещере квадрат Б33, локация Новая Земля, остров Южный. Переход с острова Северный на остров Южный находится в квадрате Б61, локация Новая Земля. Там на мосту стоит Геша, который пропустит тебя на остров Южный за небольшую плату. У самого Плевка есть ежедневные задания, они многоразовые и берутся раз в 23 часа. Для удобства я объединил задания с одинаковым количеством требуемых ресурсов, чтобы не тратить твое и свое время. Задания зверобой, какушник и рогатик. По ним нужно принести по 25 штук каждого растения. За выполнение заданий ты получишь по 20 очков репутации к конторе Плевка, за исключением рогатика. За него дают 10 очков репутации. Задание шиповник. Нужно принести 30 плодов шиповника. За выполнение задания Плевок даст 10 очков репутации. Задание морожка. Нужно принести 35 ягод морожки. В награду получаешь также 10 очков репутации. Задание здоровья не купишь. Нужно принести Плевку бронхолитическое средство, таблетки аспирина и пижму. Каждой позиции по 15 штук. В награду за задание ты получаешь 30 очков репутации. За выполнение всех вышеперечисленных заданий в сумме выходит 100 очков репутации к конторе Плевка. Это, конечно же, мало, но зато ты хотя бы теперь знаешь, что и в каком количестве брать с собой заранее. Но учти, что на Южном острове есть мальчиши-плохижи, которые могут тебя убить и вытряхнуть все твои кармашки. В особенности это касается Евро-сервера. На RU3 я бегал по Южному острову абсолютно спокойно. Местные обитатели агрессию по отношению ко мне не проявляли. Прошу учесть тот факт, что за задание помимо репутации дается еще и опыт с деньгами. Я их не озвучиваю, чтобы не было много цифр и ты не запутался. Могу сказать лишь одно. Если ты хочешь, чтобы получаемый опыт за задание удвоился и ты прокачал свой персонаж быстрее, то тебе нужно ввести промокод Nixon в меню игры. Он подарит тебе премиум статус на 7 дней совершенно бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или Launcher, промокод работает абсолютно везде. Но время его ввода ограничено, поэтому советую поспешить, чтобы не упустить свой бесплатный премиум. Также добавляет репутацию к конторе квест «Сумрачный гений», но прежде чем ее взять, его нужно сперва открыть. Делается это через Сизифа. Сидит он в квадрате Г43, локация окрестности Любич. У Сизифа надо выполнить два квеста. Первый — это принести ему антиграф Альфа. Второй квест называется Алфавит Зоны или Сизифов труд. Нужно принести 10 экранов бета и 10 экранов гамма. После выполнения двух этих простых квестов будет диалог. В нем нужно выбрать компанию Terminus Ultima. Если ты все сделал правильно, далее ты получаешь задание «Сумрачный гений посредник». По нему отправляйся на Новую Землю, остров Южный, квадрат Е33. На маяке будет тебя ждать Витек. После разговора с ним ты получаешь задание «Сумрачный гений». По этому заданию нужно принести Витьку, внимание, 5 щитов гамма, 10 стабилизаторов бета, 10 антиграфов бета и 2 артефакта Везувий. Согласен, довольно дорогой квест, но в награду за него ты получаешь 400 очков репутации к конторе Плевка, 2,5 миллиона денег, 380 тысяч опыта, малый набор экипировки, из которого с определенным шансом может упасть все, что ты видишь на экране, и сборник рецептов, который открывается автоматически и выпадает рандомный рецепт заправки инъектора. Первый способ с ежедневными заданиями от Плевка слишком муторный и рискованный, так как можешь просто не донести траву, да и награда за выполнение всех их в сумме очень мала. Второй способ слишком дорогой, но хотя бы какая-то часть затрат окупается с выполнением, да и плюс репутацию он дает вполне неплохо. Но есть и еще один, третий способ, причем бегать на Южный остров тебе не придется. Репутацию конторе Плевка сможешь фармить на Северном острове. Только вот сперва этот квест нужно тоже открыть. Чтобы его открыть, нужно найти Аркадия Ржаву, стоит он в квадрате Б13 на Новой Земле, остров Северный. Поговорив с ним, отправляйся
отправляйся на катере по островам искать находки. Если катера нет, то стоит его подождать, он обязательно прибудет. В дальнейшем Аркадий потребует от тебя собрать все 15 предметов для квеста «Не золотая коллекция». Если ты богат деньгами, то можешь просто купить недостающие находки с доски. Ну а если уж нет, то нужно будет ежедневно скитаться по островам и искать нужные для квеста находки. Также обращаю твое внимание на то, что золотая монета, старинный перстень с печаткой и старинный перстень меняются у Петра. Стоит он в квадрате B44 на Новой Земле, остров Северный. Но менять эти предметы он будет разово и при наличии взятого квеста у Ржаву «Не золотая коллекция». Итак, старинный перстень с печаткой и золотую монету Петр меняет по одной шкуре полярного медведя. Простой старинный перстень он обменивает на 5 шкур полярного волка. За каждый совершенный обмен Петр дает по 40 очков в конторе Плевка. Ну а после того, как ты выполнишь у Ржаву квест «Не золотая коллекция», тебе откроется доступ к 3 многоразовым квестам у Петра. Шкура медведя за монету, шкура медведя за перстень и 8 шкур полярного волка за перстень. Берутся эти задания раз в 3 дня, и для выполнения всех 3 заданий тебе потребуется 2 шкуры полярного медведя и 8 шкур полярного волка. В сумме за все 3 выполненных задания ты получаешь 240 очков репутации к конторе Плевка. Как ты уже понял, фармить репутацию Плевка для открытия склада очень сложно, долго и весьма дорого. Ну а как ты хотел, друг мой? Локация Новая Земля является очень опасной и сложной. В тех краях ты не выживешь без нужной экипировки. Это я имею в виду теплую одежду. И даже с ней тебе все равно придется искать безопасные места, чтобы согреться. Ведь зимний сет не дает тебе стопроцентной защиты от холода. Также на этой локации бродят уже прожженные сталкеры. И имея среднюю экипировку, тебе будет весьма сложно выжить в тех краях, не говоря уже о новичках. А остров Южный — это вообще отдельный материк, за который всегда идет борьба. Сталкерские кланы устраивают массовые битвы за превосходство на этом острове и зачастую не пускают туда даже одиночек. Мое мнение, единственное, для чего стоит открывать там склад, так это для передачи предметов посылкой, если ты активно торгуешь с Плевком и фармишь у него очки торговли. На евросервере фармить там части мутантов и электронику тебе точно не дадут, это проверено. По квестам-то еле как пускают, уговаривать приходится, или же ждать, пока не выйдут с игры. На Ру-3 это МСК ситуация немножко иная. Я бегал по квестам и даже фармил там части мутантов. Также неоднократно приходил обменивать вещи у Плевка, и меня никто не трогал. Случайность это или нет, сказать я не могу, так как был там всего несколько раз. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал и пиши комментарий, ведь впереди много всего интересного. Советую тебе хорошенько подумать, стоит ли бросать кучу сил и средств на открытие склада у Плевка. Увидимся в зоне, брат Сталкера. Иди, не мозоль глаза.